In the next section, В следующей секции, in verses 9 through 12, в стихах с 9 по 12, we have an exhortation of assurance. у нас есть, мы видим, как автор убеждает свою аудиторию сохранять уверенность. Note what he says in verse 9. Very interesting phrase. Обратите внимание, вот в 9 стихе очень интересную фразу говорит автор. After giving this warning, he calls them beloved. После того, как он дал им это предупреждение суровое, он называет их возлюбленными. He's convinced of better things. Мы надеемся, что вы в лучшем состоянии. Now notice what he says. Things that accompany salvation. И что вы держитесь спасения. Вот тут не очень точно перевод, дайте свои гляну. So we're not dealing with salvation. We're dealing with things that are added on to salvation. То есть, ни одного хорошего перевода нет русского, сейчас украинский. Я тоже нормально. Да, здесь, Хоменко, нормально. Как было? 6 глава, 6, 9 verse 9. стих. І в Хоменко лучше написано: ми переконані про вас краще та про те, що торкається спасіння. То есть не спасение как таковое, а то, что надстраивается над спасением, сопровождает спасение. Буквально. Мы говорим про 6 главу, 9 стих. And then verses 13 through 20, he gives reasons for assurance. И в 6 главе, в стихах с 13 по 20, он показывает на причины такой уверенности. Now, why would he give reasons for assurance after that warning? И зачем бы ему приводить свои причины для уверенности после такого сурового предупреждения? This is assured. This is happening. То есть это уже случилось. По поводу этого мы все уверены. This may be lost. Вот это можно потерять. It may be burned like thorns or whatever it is. based on Оно that word. может сгореть, как вот эти тернии и волчицы на плохом поле. The term used in chapter 3 and 4 was rest. This is rest. Термин, который используется в 3-4 главе, это покой. Вот это покой, то, что сопровождает спасение. Можно взять покой. So he's going to give us reasons for assurance. То есть автор нам приводит вот эти причины для уверенности. Because he made a very severe warning. Потому что перед этим, как раз с 1 по 8 стих 6 главы, автор сделал очень суровое предупреждение. But he wants to tell the audience the warning doesn't take away your salvation. Но он хочет им аудиторию предупредить. Это предупреждение не означает, что вы потеряете свое спасение. Because he's dealing with things that accompany salvation. Потому что мы сейчас говорим о вещах, которые сопровождают спасение, которые идут вслед за спасением. So now you can see how the thought of the author goes into this. То есть теперь вы можете видеть, как развивается мысль автора здесь. And so as you're reading the paragraphs of a book, you want to connect all of them. И когда вы читаете вот эти абзацы книги, вы хотите их все связать между собой. And then the next paragraph, he finishes up the concept of priesthood. Ну и вот этот следующий абзац, он заканчивает снова концепцией первосвященника. In chapter 7, he turns back to Melchizedek. Концепция вообще священства, да, и в 7 главе снова возвращается к товарищу Мелхиседеку. And so remember he started in chapter 5 about Melchizedek, and he says, I can't really tell you about that now. Помните, 5 главу он начал с Мелхиседека и потом сказал: слушайте, я не могу прямо сейчас об этом говорить. So we had a warning, and then we had assurance. Now we're back to Melchizedek. То есть он им впаял предупреждение, потом дал, так сказать, уверенность, и вот возвращается снова к Мелхиседеку. So when he talks about Melchizedek, he gives several reasons that Jesus is superior in this manner. И когда он говорит о Мелхиседеке, он приводит несколько причин,
почему Иисус превосходнее Мелхиседека. So this type of priesthood has an indestructible life. I'm sorry, Jesus is superior to Melchizedek or to Aaron? Aaron, Я spirit прошу of Aaron. прощения, я ошибся. Он дает, говоря о Мелхиседеке, он показывает, почему Иисус превосходнее, чем Аароново священство. So Jesus has been resurrected already. Потому что Иисус уже воскрес. The high priest, they keep dying every, 30, 40 years. А первосвященники так и продолжают умирать каждые 30-40 лет. That's kind of a problem. Проблема здесь. And so, secondly, there's a better hope. Ну и во-вторых, есть лучшая надежда, стихи 18-19. There's a better oath, a better promise. Лучшая надежда, да. Есть лучшая клятва, стихи 20-22. And this priesthood is eternal. И также это священство вечное. And of course, Jesus is perfect, sinless, forever. Конечно же, Иисус — это первосвященник святой, непричастный злу, непорочный, отделен от грешников навсегда. And none of these things apply to Aaron's high priesthood. Ну, и ничто из перечисленного невозможно применить к священству Аарону. And so when we get to the end of chapter 7, И когда мы добираемся до конца 7 главы, Jesus' sacrifice was final. то мы видим, что жертва, которую принес Иисус, была окончательной. Jesus offered himself one time, Иисус принес себя в жертву один раз. and that was good enough for God. И это достаточно было для Бога. The high priest of Aaron, every year he's got to offer a sacrifice. Первосвященнику из Ааронова священства нужно было каждый год приносить жертву. And every day the high priest has to offer a И sacrifice. каждый день надо было первосвященнику приносить жертву. It was never good enough. И никогда этого не было достаточно хорошо для Бога. So again, what we're looking at as we go through a book is we want to understand all the reasons that go together to prove his point. И вот чего мы ищем. Мы идем через всю книгу и пытаемся увидеть те обоснования, те причины, которые автор приводит в подкрепление своей идеи. So the point is Christ is superior over the old priesthood. То есть идея в чем в данном месте, да, что Иисус превосходит предыдущее ветхозаветное Аароново священство. And we can summarize all of the reasons succinctly, very briefly. Да, и мы можем кратко суммировать вот все эти причины, по которым которым Иисус превосходит предыдущее священство. Now the next major point is Christ is superior to the old covenant. И следующий большой пункт автора — это то, что Христос превосходит Ветхий Завет, именно как завет, да? So this is all of chapter 8. И вот это вся 8 глава. The old covenant is the Mosaic law. Ветхий Завет — это закон Моисея. And he has two major reasons. И есть две основные причины, почему Христос превосходит Ветхий Завет. The new covenant has a superior ministry. У Нового Завета есть превосходящее служение, And the new covenant has a superior mediator. и у Нового Завета намного лучший посредник, да, тот, кто передает его. So in that first half, Jesus is shown sitting at the right hand of God. И вот в этой первой половине указано, что Иисус восседает одесную Бога, And he's interacting for us. и Он ходатайствует за нас. Он действует в наших интересах. And in the last half of the chapter, we quote the new covenant. И в последних стихах главы тут упомянут здесь упоминается Новый Завет, да, the word from Old Testament, yes? Yeah. Да, то есть если цитата в 10 стихе из Ветхого Завета по поводу Нового Завета, да? Вложу законы моих мыслей, их напишу их на сердцах, их буду Богом, они будут моим народом. Part of that new covenant is the giving of the Holy Spirit. Ну и одна из частей этого Нового Завета — это даяние Духа Святого. Again, notice it was written only to Israel, though. И опять же, обратите внимание, это было написано только для Израиля. So anyway, there's, again, we're just grouping
these verses into paragraphs and summarizing what they say. И опять же, мы просто группируем эти стихи по абзацам и суммируем то, о чем они говорят. The letter is specifically to Jews that want to go back to the Old Covenant. Конкретно это послание направлено верующим евреям, которые хотят вернуться к Ветхому Завету. Of course, by application, there's a lot of applications to anybody, to Gentiles or whoever. Конечно же, есть много применений здесь, которые можно и для язычников провести. And one of the interesting applications is you look in chapter 8, verse 13. И одно из возможных применений мы видим уже в 8 главе 13 стихе. If there's such a thing as a new covenant, the first one is obsolete. Если вообще есть такая вещь, как Новый Завет, то ветхое, ветшающее, стареющее близко к уничтожению. Да? То есть ветхий уже все. So that tells us we don't live our spiritual life by the Mosaic law. И он говорит нам тем самым, что мы не живем нашу духовную жизнь согласно закону Моисея. Again, it doesn't deny there's good things in the Mosaic law. Но опять же, это не отрицает тех всех хороших вещей в Моисеевом законе. It just says Christ is superior. Это просто говорит о том, что Христос превосходит. And particularly the revelation that comes through Christ is superior than anything else. Ну и, конечно же, речь о том, что откровение, которое приходит через Христа, оно превосходнее всего остального. Now the next section is Christ is superior to the old sanctuary. И следующий раздел это то, что Христос превосходит древнее святилище. Now the interesting thing in this section, Интересно, что в этой секции, he deals with the tabernacle. то есть автор говорит о скинии. The tabernacle, of course, is what's written in the Old Testament. И скиния, это, конечно, это то, что описано в Ветхом Завете. But his audience is probably doing these things in the temple. Но его аудитория, те, кому он пишет автор, она, скорее всего, там все эти вещи совершает уже в храме. And so he describes the functions and the furniture. И он описывает здесь функции, которые есть в святилище, обстановку, там, предметы, утвари, которые есть в святилище. And then he describes the function of redemption and purification. И далее он описывает эти функции искупления и умилостивления. And so in verse 14 of chapter 9, И стих 14 9 главы. how much more will the blood of Christ serve the living God? Да, Or how much more will the blood of Christ cleanse your conscience from dead works? да, то есть он пишет, коль не паче, да, то есть насколько больше кровь Христа очистит совесть нашу от мертвых дел. So verse 14 begins with a comparison. То есть стих 14 начинается вот с этого сравнения. Let's see. And then in verse 15 we switch to the old sacrifices. И в стихе 15 дальше мы переключаемся на ветхозаветные жертвы. And that goes down through chapter 10, verse 18. И это продолжается по 10 главы 18 стиха. Это тоже уже другой, да? Да, это уже новая секция. Христос, превосходство Христа над ветхозаветными жертвами, жертвоприношениями, животными жертвоприношениями. С 9 главы 15 стих до 10-18. And so as we make this comparison of old sacrifices, again we have a list of reasons Christ is superior. И когда мы видим вот это сравнение с ветхозаветными жертвами, мы получаем список причин, почему Христос их превосходит. We have the eternal nature of the sacrifice. Есть вечная природа жертвы Христа There's a heavenly nature of the sacrifice. и ее небесная природа. There's a permanent nature of the sacrifice. Также то, что эта жертва постоянная. And again, as you're reading and you're making these observations, you want to summarize in a few words many verses. То есть неизменная природа. И опять же, когда вот вы делаете такие вот... Это по сути вот у вас здесь идут заголовки абзацев. И вам, чтобы делать, надо много слов несколькими словами просто суммировать.
So as you're working through a book like this, you're not going to have exactly the same points. То есть, We should get close, but you may have it summarized a little bit differently. то есть, если вы вот такую книгу изучаете, то, конечно, у вас, может быть, чуть по-другому вы бы сформулировали это, чем я. Чуть по-другому вы бы там назвали вот эти заголовки абзацев и так далее. Це не те, що це неправильно, просто So, it doesn't mean that it's wrong, but it just... Right. Да. The meaning is in the author. То есть, значение дается автору. So the more and more we work with it, the closer we'll get to the same answer. Но чем больше мы с вами будем над этим работать, да, тем ближе у нас наши ответы будут. Потому что значение одно и заложено автором. But I really want to encourage everybody to practice. Take a small book and practice this. Но я ободряю каждого из вас практиковаться, взять маленькую книжку и практиковаться на ней. And the more you practice, the better you'll get. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше вы начнете это понимать. So the final point of this section is the sufficiency of his sacrifice. И последний пункт вот этого упражнения, этой секции, прошу прощения, это достаточность жертвы Христа. And so the argument now concerning Christ's greatness comes to a climax in this final paragraph. И в последнем вот этом абзаце, 10 глава, с 1 по 18 стих, вот этот аргумент о величии и превосходстве Христа достигает своей кульминации. Да? Кульминационный отрывок, 10 глава, с 1 по 18 стих. Весь отрывок кульминационный, да? So this whole passage, 10, 1 through 18, is climax point of the theology book. That's correct. Under the theology. Yep. Да, это кульминационный раздел всей вот этого мега-секции. Это мега-секция богословская, да? Она заканчивается этим отрывком, и этот отрывок является кульминацией, пиковой точкой. Let's start looking at chapter 10, verse 11. Ну давайте сейчас посмотрим, да, 10 глава, 11 стих. So he mentions the daily offerings of the priest. Он упоминает автор ежедневные приношения, которые приносятся священнику. And again, this goes back to what we saw in chapter 6. И опять же, оно снова нас отсылает к тому, что мы видели в Those offerings 6 can главе. never take away sins. Эти жертвы никогда не могут удалить грех. So if anybody goes back there, they can never renew it in repentance. И те, кто к этому возвращаются, они никогда не смогут обновиться в покаянии. In verse 12, Стих 12. we have Christ who sat down at the right hand of God. Мы видим Христа, который навсегда воссел одесную Бога. So his heavenly nature now is summarized. Теперь таким образом его небесная природа здесь суммирована, подтверждена. In verse 13, he's waiting until his enemies are a footstool. 13 стих. Он ожидает затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. That refers back to chapter 1. Это нас опять отправляет к главе 1. Ну, там, Verse 15 emphasizes, verse 15 and 16 goes back to the new covenant. стих 15 и 16 снова напоминает нам Новый Завет. And verse 18 summarizes once again, where is there forgiveness of these things? И 18 стих снова нам суммирует, подводит итог, где же прощение грехов. Где есть прощение грехов, там не нужно приношение за них. If Christ's sacrifice is not accepted, there's no forgiveness any longer. Если не принимается жертва Христа, то нет прощения грехов. Now we come to the next warning. И теперь мы переходим к следующему предупреждению. For some reason I'm missing a few verses here. Ну, по какой причине я тут пропустил несколько стихов. I suspect that last paragraph is a change. Ну, и я думаю, что kind of 19 through 25. Yeah. What happened? Okay. Warning 4. Итак, четвертое предупреждение, с 26 по 31 стих. So now we have a warning against willfully sinning in the face of the sacrifice of Christ on the cross. Теперь мы получаем вот предупреждение о
сознательном согрешении перед лицом жертвы, принесенной Христом на кресте. Now notice how verse 26 describes this warning. То обратите внимание, как 26 стих описывает это предупреждение. It says there no longer remains a sacrifice for sins. Если мы в случае познания истины произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Now, as this is addressed to believers, the sacrifice for sins is related to fellowship. И поскольку это адресовано верующим, то жертва за грехи относится уже к общению. For the unbeliever, it might be eternal salvation, but that's not the audience. Для неверующего такая жертва за грехи касается вечного спасения. Для неверующего это общение. Понятно? And besides, verse 26 says, willfully sinning after receiving knowledge of truth. И в 26 стихе говорится о произвольном грехе после того, как получено познание истины. Believers are the ones that are taught truth. То есть именно верующие получили познание истины. Now, the example that he gives И пример, который приводит автор, is found there in verse 28. мы здесь видим в 28 стихе. Now, what does verse 28 describe? Что описывает стих 28? Chapter 10, verse 28. 10 глава, 28 стих. Что написано? What kind of a death is that? Какого рода смерть здесь упомянута? Побитие камнями. Physical death. Physical death. Very good. So the punishment in the Mosaic law was physical death. То есть наказанием в Моисеевом законе была физическая смерть. So the punishment that we're going to be dealing with here is going to be compared to physical death. И наказание, о котором сейчас пойдет речь, оно будет сравниваться с физической смертью. Now verse 29 says it's a more severe punishment. И 29 стих говорит, что это наказание более суровое, более тягчайшее. Ну, не более, просто тягчайшее. Более суровое. Is there something worse than death that's not eternal death? Есть ли что-то более суровое, чем смерть, если это не вечная Is смерть? there anything in between? Что-то между. Есть вечной смертью, в аду, и смертью физической. Есть ли что-то между этим? So as we make observations of passages, Когда мы делаем наблюдение отрывка, we want to take all of the options. мы хотим видеть все варианты, которые у нас есть. Many people come to this passage and say, well, if it's not physical death, it must be spiritual death. Люди говорят, если это не физическая смерть, если это что-то более тягчайшее, чем физическая смерть, то это должна быть духовная смерть. But that's not the only option. Но это не единственный вариант здесь. As a matter of fact, spiritual death has never been mentioned. Кстати, факт, здесь нигде вообще на всем послании не упомянута духовная смерть. However, a loss of rest has been mentioned. Но потеря награды, потеря покоя упомянута. A loss of participation or being a partaker of Christ has been mentioned. Потеря причастности к Христу, потеря участия в Царстве не упомянута. The inability to regain fellowship, that's been mentioned. Невозможность восстановить общение, это упомянуто. Having all of our works burned like a field of thorns, that's been mentioned. Увидеть все наши дела сожженными, как тернии волчицы, это упомянуто. But we haven't been talking about losing salvation. Но у нас здесь нигде не говорится про потерю спасения. So there's more than one option. То есть есть более чем один вариант, да? Точнее, два варианта. And when you come to the interpretation phase of a book of the Bible, И когда вы переходите к фазе толкования, когда вы толкуете книгу Библии, you want to lay out all the options that are possible. вы хотите изложить все возможные варианты истолкования. And you want to take each option and compare it to your observations of the text. Вы хотите взять все ваши варианты и сравнить их с тем, что наблюдаете в тексте. Does the context confirm this option or does the context confirm this option? Подтверждает ли контекст этот вариант истолкования или этот вариант истолкования? And that's the way you approach these things. И вот таким способом вы ко всему этому подходите. So I would suggest there's something worse than physical death, but something less than eternal death. Но и поэтому я предполагаю, что есть нечто
худшее, чем физическая смерть, но все же не такое суровое, как вечная смерть в аду. By the way, look at verse 30. Кстати, посмотрите 30 стих. What does that quotation say at the end of verse 30? Что говорит вот эта цитата в конце 30 стиха? В конце. Народ свой. А? Будет Народ судить свой. народ свой. God will, Lord will judge his people. Наказывать. His people. Народ свой. That's right. So Да. God will judge believers too. Бог будет судить верующих тоже. Здесь именно о верующих, не о Израиле идет. Is it about believers? Is it or it's about Israel? Okay, well, Israel in context here would be believers. No, it's, in context that would be believers in Christ. Yeah, redeemed at Passover, or the object of, well, you would have to look that verse up, but I think it is believers. Ну, вам, конечно, может, вы хотите посмотреть это глубже, но я думаю, да, здесь речь идет о верующих. Хотя в контексте, да, это, те верующие, которые были там при исходе, и, которые прошли через Пасху и так далее. 26 стих, там, произвольное грешение остается больше жертва за грехи, то это связано с тем, что как в Ветхом Завете не было жертвы за произвольные грехи, да? То есть с этим связано. Ну, своевольные грехи, когда вот как. So, verse 26, there is no sacrifice for sins we are doing deliberately. So, is it connected somehow with the absence of sacrifices for deliberate sins in Old Ну, как Testament? не было жертвы там за So, убийство, за прелюбодеяние. for example, they did not have any sacrifices for murder or adultery. That's Could right. we connect that? I think the connection with verse 26 would be with the earlier paragraph in chapter 10. Я думаю, что лучше связывать 26 стих с более ранним абзацем в 10 The главе. animal sacrifices are obsolete because of Christ's sacrifice. Жертвоприношения животных закончились, не имеют больше силы, потому что Христос принес свою жертву. So if we reject Christ's sacrifice, there isn't a sacrifice. You can't go to an animal sacrifice. Если нету больше жертвы Христа, то другой жертвы у вас и нету больше, не осталось. Вы не можете вернуться назад к жертвоприношениям животных. But that's an excellent point on sinning willfully. Но это интересный пункт, интересный момент про произвольный грех, Because that certainly connects with the punishment of verse 28. потому что это очевидно как-то связано с наказанием в стихе 28, что без милосердия наказывается смертью. So, anyway, so there's the next warning. Так, следующее предупреждение. There's our verses 19 to 25. The warning was in the middle. So the warning was... In the middle of this section. Окей, то есть мы видим, да, предупреждение в центре этой секции. So the results now of Christ being superior over the old Именно в sacrifice. 31 же остановились. We have I don't see the warnings. I'm sorry, where was this first the one? warning is verse 26 through 31. Ага. It's right in here. Да, то есть предупреждение было в секции с 26 по 31. Да, не остается более жертвы за грехи. Значит, это начало, и страшно впасть в руки Бога живого, это конец. Это предупреждение номер 4. Okay, so this is the rest then of chapter 10. Ну вот это остаток 10 главы, да, то есть дальше идет, да, то есть вслед за тем, что Христос превосходит Ветхий Завет, идет убеждение жить согласно этому. Okay, so the doctrinal section now turns into an exhortation section. И таким образом вот эта доктринальная часть плавно переходит в часть увещевания. So because of the things we know about Christ, И из-за всего того, что мы знаем о Христе, we should respond with the things we do. мы должны ответить нашим поведением, нашей жизнью на это. These things include gathering in a local assembly, И это включает, да, и мы читаем с 19 стиха 10 главы, собираться вместе в поместной церкви, enduring suffering, переносить страдания, sympathizing with sufferers. Сочувствовать, да, сопереживать страдающим, сострадать. Well, there's one right there. I have confidence that leads to reward.
не оставлять упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. 35 стих. Now notice how verse 35 is stated. Ну, обратите внимание, как 35 стих построен. Do not throw away your confidence, which has a great reward. Не оставляйте упования вашему, которому предстоит великое воздаяние. So the danger of what we're studying here is losing confidence. То есть опасность, которую мы здесь изучаем, это потеря уверенности, когда мы оставляем наше упование. And that confidence leads to endurance. И такая уверенность ведет к терпению. And then we have faith that perseveres. И в итоге мы получаем веру, которая переносит трудности. Вера, которая идет до конца. And so the point of this book, as we get to the end, И вот цель этой книги, вот когда мы вот уже добираемся к концу ее, is that there is a superiority of faith in Christ. что есть превосходство веры в Христа. And so, in order to get to God in our spiritual lives, we still have to go through Christ. И для того, чтобы достичь Бога в нашей духовной жизни, нам все равно нужно идти ко Христу. And this is the only way to receive approval. И это единственный способ получить божественное одобрение. So notice how verse 11 begins, И обратите or внимание, chapter 11. обратите внимание, как начинается глава 11. So we have faith, У нас здесь есть вера. and verse 2 says, it's by faith men gained approval. И что? Verse 2 of chapter 11. This is what the ancients were commended for? Окей. It says, by it the men of old gained approval. That's what I have. Окей. Ну, написано у нас, да, что в этой вере свидетельствованы древние, но более, может быть, лучший перевод, вот в Кассиана, да, ибо через нее получили доброе свидетельство древние, или в современном переводе наши праотцы жили такой верой и заслужили одобрение. Это более понятно, чем там древние засвидетельства. Да? Второй стих 11 главы. Yeah, it's to be spoken, to speak well of someone. Да. То есть лучший перевод, чем в синодальном. Да, наши праотцы жили такой верой и заслужили одобрение. То есть засвидетельствованное — это концепция получения одобрения. And so here's where we have this great chapter on faith. И далее у нас вот идет эта великая, известная всем глава о вере. Саша, выкинь этот перевод. Что, тут то же самое. Хорошо. What happened to us? Yeah, that's fine. So we have a record now of faithful believers. То есть у нас есть здесь запись, да, есть писание верных верующих. Now let's pick up an example here of these guys. Ну, давайте выберем здесь некоторые примеры этих ребят. So look at verse 17. Давайте посмотрим стих 17. Abraham, Товарищ Авраам. by faith was approved. What example was given in verse 17, 18, and 19? Он получил одобрение благодаря своей вере. Какой стих приведен? It's Abraham in verse 17, 19. Yeah, I'm sorry, Abraham. That's what I meant to say. It's Abraham or Moses? Abraham. Окей. Пример, который в 17 по 19 стих приведен. That's the big question, is how many animals did Moses take on the ark? No, that's the joke. How many animals did Moses take on the ark? Так, теперь шутка. Сколько животных взял с собой Ной в ковчег? Moses took an ark? That's right. Moses didn't take any animals. That was Noah. Так, ладно. It's a joke. Sorry. If I said Abraham, if I said Moses, I meant Abraham. Да, то есть, If you don't know who you're talking about, you just say the word Moses, and it works fine. если вы не знаете, о чем говорите, говорите, что говорите про Моисея. So in verses 17 through 19, what event of Abraham's life is involved here? В стихах 17 по 19 какое событие из жизни Авраама мы видим?
What happened? Принесение Исаака в жертву. The bringing Isaac as sacrifice. That's right. So it's Isaac and the sacrifice. So is that Paul in Romans 4, or is that James in in James 2? Это Павел в главе Римлянам 4 или Иаков в главе Иакова 2? Яков 2. James 2. Very good. So now we're at the faith plus works, right? То есть у нас тут уже этап, где вера плюс дела. So all of these examples are probably post-salvation examples. И все вот эти примеры, они нам показывают уже опыт после спасения. And I think if you went through all of these, you could confirm that. И я думаю, что если вы через все эти примеры пройдете, то сможете это подтвердить. But we're getting close to the concept of correlation, one scripture with other scriptures. То есть мы уже с вами, по сути, подходим к концу концепции согласования одного писания со вторым. So when the author of Hebrews deals with Abraham's sacrifice of Isaac, И когда автор послания к евреям говорит о том, как Авраам принес Исаака в жертву, he's going to be consistent theologically with James dealing with Abraham and Isaac. то богословски он должен сходиться, быть согласованным с тем, что Иаков пишет об этом эпизоде. So that's the next step is correlation. То есть это следующий наш шаг, это соотношение, согласование разных отрывков. One passage in the Bible needs to be consistent with other passages in the Bible. Один отрывок Библии должен сходиться, быть согласованным с другими отрывками. All right, so there's chapter 11, and then we have endurance in faith. И вот 11 глава, мы так и пробежали, 12 глава это терпение в вере. So we're gonna apply this concept of faith to the life of the believer. То есть мы применяем эту концепцию веры к жизни верующих. And we can break that down into 3 areas of life. И мы разделяем ее на 3 сферы жизни. This explains why we're disciplined. Первая часть, она объясняет нам, почему мы подвергаемся отцовской дисциплине Бога. In the same way a father disciplines a child, he's encouraging us to grow up. Точно так же, как отец дисциплинирует детей, он ободряет их расти. We have an obligation in life, Мы видим здесь вот, обязательства верующего в жизни, and we have a refuge. и мы видим убежище для тех, кто был испытан. Now we come to the 5th warning. И так мы подходим к 5-му предупреждению. So these are the last 5 verses in chapter 12. Последние 5 глав 5 стихов 12 главы. So now we have a warning against being indifferent to the spiritual life, or rebellion against the spiritual life. И теперь мы видим предупреждение против безразличия или мятежа в отношении духовной жизни. Now, in verse 26, what is the context of verse 26? В стихе 26, каков контекст 26 стиха 12 главы? There's 2 shakings of the earth involved. One in the past and one in the future. Здесь Будущее. говорится, прекрасно, здесь говорится о 2 потрясениях земли. Одно было в прошлом, другое в будущем. Что это за потрясение? Землетрясение во время смерти Иисуса. The first is an earthquake during the life of Christ. Езекия говорит, да. Уже было Синай? Huh? Ну, может, было Синай, там где-то. Maybe Mount of Mount Sinai. Sinai. Very good. Гора Синай. So at Mount Sinai, God spoke, and when God spoke, the earth shook. То есть при горе Синай Бог говорил, и когда Бог говорил, земля тряслась. Now, why would that fit the context of this book? И почему бы это сходилось с контекстом этой книги? Почему? What are the 2 things he's comparing? Какие 2 вещи здесь сравнивает автор? Ну, послушание, ну как, вера и неверие. Faith and disbelief. Well, Faith and confidence. that is one major comparison. Да, это одно большое сравнение. But dealing with the 2 shakings of the earth. Но говоря о 2 землетрясениях. In Mount Sinai, what was happening?
При горе Синай что случилось? The law was given. The law was given. All of the comparisons we've gone through are related to the Mosaic law. Все сравнения, через которые мы прошли с вами, они как-то связаны с законом Моисеевым, с древним, с ветхим. Moses, wilderness generation, Моисей, поколение исхода, Levitical priesthood, animal sacrifices. священское, жертвоприношение животных. All that happened when God spoke and shook Mount Sinai. Все это произошло когда Бог проговорил и потряс гору Синай. Now, what have we been talking about, and what is related to the next shaking of the earth? И о чем мы говорим дальше, и что связано со следующим потрясением земли? Небо. When is God going to shake the earth? Когда Бог снова потрясет землю? Ау! Когда? Ну, в день Господень. In the day of the Lord. Very good. The day of the Lord. День Absolutely. Господень. Хорошо. So verse 28, Стих 28. what are we talking about? О чем мы говорим? Тысячелетнее царство. Millennial Kingdom. Receiving a kingdom that can't be shaken. Приемля царство непоколебимое. Now Да? again, does this point of data confirm what we've been talking about? И опять же, вот это наблюдение, вот эти данные, которые мы здесь видим, сопоставимы ли они с тем, что мы видели до того? Yes, we're Да. talking about our position in the future kingdom. Мы говорим о нашем положении в будущем царстве. How do we relate to Christ in the millennium? Как мы будем связаны со Христом в тысячелетнем царстве? And therefore this warning is, don't be indifferent toward that. It's important. И поэтому увещевание автора здесь: алло, не будьте безразличны к этому, это важно, ау. And don't rebel against Christ and turn back to the Mosaic Не law. бунтуйте против Христа, не оборачивайтесь назад к закону Моисея, Because something different is coming. потому что грядет нечто иное. So again, he's dealing with some application now based on this doctrine. То есть сейчас уже на основании доктрин, которые он провозгласил, он дает уже определенное применение этого. Now here's an observation exercise for you. Ну вот теперь упражнение о... Don't look at verse 1 of chapter Закройте 3. ваши Библии. Don't look at verse Закройте 1. все ваши Библии прямо сейчас. But look at verse 2, 3, 4, and 5. What do these have in common? Значит, закройте все Библии. Так, теперь посмотрите на стихи 2, 3, 4, 5. Что у этих стихов есть общего? 13 глава. Ну, это применение все. It's all application. Хорошо. Well, it's application. Да, конечно. Application of what? Применение чего? Практическая благочестивая жизнь, благословение Богу. Practical godly life and obedience to God. Okay. Хорошо. Применение всех предыдущих глав. The application of all future chapters. Sanctification. Давайте без общих фраз. Давайте как-то поконкретнее. Okay, now look at verse 1. Теперь посмотрите на первый стих. Ну, то I есть don't на have verse второй, one. Look at это your второй. Ну, смотри. So, now they are allowed to look. Yeah, now look at verse 1. Хорошо, откройте ваши Библии. 12 глава, 1 стих. Братолюбие между вами да пребывает. А? Братолюбие между вами да пребывает. So, it's about loving each other as brothers. Very good. Love the brother. Yes. Любить братьев, да, братолюбие. So is hospitality an expression of love? Проявляется в чем? В гостеприимстве, странноприимстве. Странолюбие. Is taking care of believers that have been imprisoned, is that an expression of love? Это когда вы заботитесь о верующих, да, которые в узах, о узниках. Honoring your marriage? Когда, That's kind of obvious. ну, когда вы почитаете брак свой, да, чистота в браке. And then we have the don't love money. И дальше говорится о том, что не любите денег. So again, love the brother. Поэтому все это связано с тем, что любите ближних своих. So this is just, once again, this is an observation of trying to categorize your thoughts. То есть, опять же, это такое наблюдение, чтобы вам проще было ваши мысли структурировать. Actually, I should say, you want to categorize the author's thoughts. То есть, ну, хотя вообще-то вам надо не свои мысли структурировать, а мысли автора.
And so that's what this says. Your love relationship to, and then Christians, strangers, suffer spouse money. Да, то есть, ну вот здесь вот, да, ваше проявление любви к другим христианам, странникам, страдальцам, к вашим супругам, ну и ваши отношения с деньгами. Это только до 6 или до 19? So it's until chapter 6 or until verse 6 or until verse 19. That would be, the paragraph is verses 1 through 6. С 1 по 6. С 1 по 6. And then I would categorize, my chart doesn't say this, but I would categorize the next relationship to leadership. Ну и да, но у меня в таблице этого нет, но я бы следующие указал как ваши взаимоотношения с руководством церкви, это 7-8 стих. And so each of these categories are related to church leadership. То есть все последующие абзацы и тезисы, они связаны с руководством церкви. So it's until verse 18 19. or 19. Да, все до 19. So until 19 it's all about church leadership. Mm-hmm. То есть до 19 стиха все это связано с какие ваши взаимоотношения с руководителями церкви, духовными лидерами. All right, now let's look at some of the concluding ideas. И давайте некоторые заключительные идеи рассмотрим. And notice verse 20. Обратите внимание на стих 20. Through the blood of the eternal covenant. Сказано, что говорится о крови вечного завета здесь, да? What is another term for the eternal covenant? Какой еще термин для вечного завета? New covenant. The new covenant, right? And so if the new covenant is an eternal И covenant, если Новый Завет вечный завет, what does that say about the old covenant? то что это говорит нам о Ветхом Завете? Не вечный. It's not eternal. It's temporary. Он временный, да, не вечный. And of course that's confirmed by what was stated in other passages. It И, was конечно, obsolete. эта идея уже подтверждена тем, что говорилось в предыдущих отрывках, да, что Ветхий Завет подошел к концу уже, он прекратился. Поэтому нужна перемена закона с переменой священства. So that's why we need changing of the law and changing of priesthood. Very good. Да. And verse 21 confirms the concept of this book. И стих 21 подтверждает концепцию этой книги. We want to be equipped for good works. Мы хотим быть усовершенными, да, то есть снаряженными для каждого доброго дела. We want to do work that's pleasing to Jesus Christ. Мы хотим совершать дела, которые угодны Иисусу Христу. So again, this book is about works. И опять же, эта книга о делах. And if it's about works, it's not about our salvation. И если она о делах, то она не о нашем спасении. Because we're not saved by works. Потому что мы не спасены делами. It is after we're saved, we combine our faith with our works. То есть, но уже после того, как мы спасены, тогда мы можем объединять как-то нашу веру с нашими делами. The point of interpretation is your interpretation has to be consistent with all the data in the text. И целью вашего толкования является выработать толкование, которое будет согласовано, да, фаза 3, со всеми другими данными в тексте и в Библии в целом. So, final summary. Christ is superior to everything. Последние, так сказать, итоги книги, да. Христос превосходит все в этом мире. And faith in Christ is superior to any other way of having a relationship with God. А вера в Христа превосходит любые другие способы достичь взаимоотношений с Богом. So, any questions on this book? Есть ли какие-то вопросы по этой книге? Now, the point of this was trying to bring a lot of the things we've learned in the last 2 weeks together in one book, the Bible. То есть целью этого упражнения являлось собрать все, что мы изучали на прошлой неделе, и изучить на примере одной книги Библии. Observation is the most important thing. То есть даже не на прошлой, на 2 неделях. И наблюдение — это наиболее важный этап.
And only after we have enough observations can we start to interpret. И только после того, как у нас набралось достаточно материалов наблюдения, мы можем приступать к толкованию. When we interpret, we're dealing with God's mind. И когда мы толкуем, мы имеем дело с Божьими мыслями. And God communicates a message to us through a human being. И Бог нам передает определенные мысли через других человеческих существ. So we want to understand how that human being presents the message to us. И таким образом мы можем понять то, как человек доносит свою мысль нам, другим людям. And we do that by breaking down his thoughts into smaller parts. И мы можем понять то, как человеческий автор доносил мысль, разбивая его мысли на отдельные участки. And we want to connect all of these parts into one big idea. И мы хотим все эти части в итоге связать в одну большую идею. It has to be consistent within the book. И оно должно быть согласованным, оно не должно противоречить друг другу внутри книги. As we'll talk a little bit about tomorrow, it also has to be consistent within all of the books of the Bible. Но также оно должно согласовываться, мы об этом поговорим чуть больше завтра, со всем написанным в Библии. That's the correlation concept. Это вот концепция соотношения, согласования. Now, once you understand the meaning of the text, Но когда вы поняли значение текста, you can then apply it to your life. тогда вы можете уже применять его к своей жизни. And we'll talk about application tomorrow afternoon. И мы поговорим завтра днем немножко больше про применение. But application can almost be infinite. Но фаза применения, она может практически быть бесконечной. Every aspect of your life should change based on what God says. Каждый аспект вашей жизни должен меняться на основании того, что сказал Господь. So tomorrow morning will be the exam. И завтра